Всем привет! С вами Евгения Каландина. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня к вашему вниманию предлагаю видео. Свяжем вот такое сердечко. Совсем скоро будет праздник, День всех влюбленных, 14 февраля. Думаю, что вы можете порадовать свою половинку, подругу, близкого приятеля вот такой красотой. Для мастер-класса нам потребуется немного красной пряжи и синей. Я взяла, как видите, вот такие маленькие моточки. У меня были остатки дома, не стала заезжать в магазин покупать. И немного волновалась, что мне их не хватит, но забегая вперед, скажу, что мне их хватило. Черную пряжу, она тонкая, ирис для вышивки глаз, ротиков и крючок. У меня номер 2. Наполнять игрушку мы будем холофайбером. Для глазок нам понадобятся 2 бисеринки. Я взяла крупный. Еще нам нужны будут ножницы, маркер, большая иголка для пришивания деталей, совсем немного белой пряжи. Приступаем к вязанию. Начинаем вязать красной нитью. Делаем 2 воздушные петельки, первая, вторая. И провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Дальше вяжем с прибавками. Из каждой петли вывязываем 2 столбика. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10. Последняя прибавка в этом ряду 11 и 12. Отмечаем конец ряда маркером и вяжем с прибавками. Первый столбик 1, второй, третий из одной петли вывязываем. Четвертый 1, пятый и шестой из одной петли. Седьмой снова 1, восьмой и девятый из одной петли. 10 1, 11 и 12 снова из одной петли вывязываем. 13 1, 14 и 15 из одной петли. 16 1, 17 и 18 последняя прибавка в этом ряду снова из одной петли. Снова маркером отмечаем конец ряда, продолжаем вязать с прибавками. Первый столбик 1, второй 1, третий и четвертый из одной петли. Пятый 1, шестой 1, седьмой и восьмой, снова прибавочка наша. Девятый столбик 1, 10 1, 11 и 12 из одной петли. 13 1, 14 1, 15 и 16 из одной петли. 17 1, 18 1, 19 и 20 снова из одной петли вывязываем. 21 столбик 1, 22 1, снимаем маркер и провязываем последнюю прибавку в этом ряду. 23 столбик и 24. Отмечаем маркером конец ряда, продолжаем ряд с прибавками. Первый 1, второй 1, третий 1, в четвертую прибавка, четвертый и пятый столбик, шестой столбик, седьмой, восьмой, 9 и 10 столбики из одной петли провязываем. 11 столбик 1, 12, 13, 14 и 15 из одной петли. 16, 17, 18, 19 и 20 прибавочка. 21 1, 22,
23, 24, 25 в одну петлю провязываем. 26, 27, 28, снимаем маркер, последняя прибавка, 29 столбик и 30. Снова маркером отмечаем конец ряда и вяжем последний ряд с прибавочкой. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой в одну петлю провязываем. Седьмой 1, восьмой, девятый, 10, 11, 12 в одну петлю. Продолжаем вязать так до конца ряда. В каждую пятую петлю делаем прибавку. В конце ряда у нас получается 36 столбиков без накида. Теперь вы провязываете самостоятельно 5 рядов по 36 столбиков без накида в каждом. А дальше будем вязать с вами вместе. Провязали 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь мы вяжем точно такую деталь, только синей пряжей. Вот у нас готовы 2 детали. Начинаем соединять их между собой. Вводим крючок, вытягиваем нить. У нас получается половинка петельки. Столбик без накида мы не довязываем. Теперь берем красную половинку, вводим крючок в нее и вытягиваем красную петлю. Нитки между собой как бы перекручиваются у нас внутри. И теперь продолжаем вязать столбиками без накида до места соединения. Снова довязали этот ряд. Из последней свободной петли мы вытаскиваем нашу красную ниточку. И остается на крючке 2 петли. Нитки между собой перекручиваем. И дальше продолжаем вязать синей ниткой синюю половинку. Снова довязали до места соединения. Из последней свободной петли вытягиваем синюю нитку. Меняем синюю на красную. Нити подтягиваете. И теперь снова вяжем красной. Продолжаем вязать красной нитью столбиками без накида. Так мы будем вязать теперь до самого конца сердечка. Чтобы не было больших отверстий, ниточку подтягивайте. Если ниточки вы будете послабже оставлять, сердечко будет плоское. Если вы будете нитку подтягивать, сердечко будет рельефное. В дальнейшем я вам покажу, как это будет выглядеть. Показала несколько раз, как соединяем 2 половинки. Думаю, проблем не возникнет. И продолжайте вязать сами. Посмотрите, я уже половину сердца провязала, теперь можно набить холофайбером. Между 2 сердечками у нас такие ниточки, перетяжки. Вот их хорошо заметно. У меня они примерно все одного размера, где-то сантиметр. Я довольно-таки их хорошо затягивала, чтобы сердце было такое рельефное. Обязательно помогаю себе наполнять игрушку ножничками, чтобы игрушка была очень плотная. Я люблю, когда плотно набитые игрушки, когда хорошо форму держат. Холофайбер хорошо держит форму, он такой, как пружинится. По сравнению, если вы игрушку набьете ватой, то совсем скоро она у вас придет в негодность. После первой стирки точно, потому что вата, она потом уже обратно не возвращается в свою форму. Холофайбер, синтепон форму держит гораздо лучше. Но даже при этом лучше набивать игрушки очень плотно. Тогда они будут ровные, аккуратные, красивые. Пальцами так не набьешь, хорошенечко набиваю ножничками. Продолжаем вязать. За счет такого соединения в каждом ряду петель становится меньше и меньше. Не забывайте подтягивать ниточку. Когда нитки хорошо затягиваешь, оно получается более такое вот, 2 половиночки хорошо делятся, видно соединение. Если нитки послабже оставлять, то оно будет ровное. Вяжем сердечко, пока у нас полностью не закроется отверстие. Пока вяжем, постепенно добавляем холофайбер. Делаем последнее соединение между 2 половинок и заканчиваем вязание. В конце уже туго идет крючок, последнюю петлю.
Нитки обрезаем, закрепляем последнюю петельку, делаем 3 узелка и хвостики прячем внутрь игрушки. Вот такое необычное сердечко у нас получилось двух цветов. Теперь переходим к вязанию рук. Вяжем цепочку из воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Переходим к вязанию пальчика. Провязываем один столбик без накида и соединительную петлю. Снова 2 воздушные петли, столбик без накида и в это же основание соединительную петлю. Опять 2 воздушные петли, столбик без накида, снова сюда же в серединку соединительную петлю. Теперь вяжем столбики без накида в обратную сторону по цепочке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот такая ручка у нас получилась. Таким образом она у нас будет выглядеть. Ниточку обрезаем, оставляем хвостик подлиннее, этой же ниткой мы пришьем руку к сердечку. Синюю ручку мы связали, теперь точно такую же вяжем красную ручку. На этом первая часть нашего мастер-класса подошла к концу. Во второй части мы закончим наше сердечко, у нас осталась сборка, связать глазки, оформить ротики и связать цепочку, чтобы сердечко можно было подвесить на ключи или куда-то на видное место. С вами была Евгения. Пока-пока!